Приехали, ребят. Новое место. Интересное довольно, на котором я хочу попробовать порыбачить. К сожалению, первым делом мне придется не расставлять свой лагерь, а первым делом мне придется собирать мусор, которого здесь очень много. О, видали? Просто. Нормально вообще? Вот вы просто посмотрите, это нормально, вы считаете? Монтаж патерностер, поставила поводок 0,14 и вот такой вот крючок с тонким цевьем. Сначала хотела посмотреть эхолотом, а потом подумала, зачем мне эхолот, если я начну пробивать эхолотом, а потом начну забрасывать снасти, и они начнут за что-то цепляться. Я нашла какой-то пупок. На этом пупке у меня такое ощущение, как будто бы ракушечник. И дальше здесь снова глубина. Попробуем наживить сразу навозного червячка. А это то, что мне потребуется для того, чтобы сделать корм, ведерко, в котором наберу воду, ведерко, в котором буду его мешать, 2 пакета корма, сироп, шуруповерт и пару емкостей. Сироп, 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 сироп. Друзья, прекрасное место. Глубины в месте ловли, где я остановилась, достигают 3,5 метров. Это большой длинный обрыв. Немножко зананила его снастями. Не потому, что я плохой человек, а потому что я рыбачу на сама. И ловля сама предполагает закидушки. Прикиньте, еще и колокольчики, и все дела. Если у вас нет сигнализаторов, и вообще как-то странно ставить сигнализаторы на реке, потому что на реке течение, мусор, и у вас будут всегда ложные поклевки. Поэтому ничего лучше колокольчиков на реке при ловле сама я еще не видела. Сейчас хочу поставить газовую плиту, нагреть водички и запавить перловочку. Поставила вот маленький столик здесь возле себя, на нем разместила все. Ведро корма мне сразу не нужно, поэтому я все пересыпаю для удобства вот в такой вот тазик. Уже была первая поклевка на большой пучок мотыля. Это хорошо. 4 или 3 заброса сделала. Вообще рыба здесь вокруг себя проявляет, она выплескивается, я видела. Возле травы, еще где-то. Что я делаю? Наживляю сейчас пресловутого мотыля, которого любит вся рыба. Оживляю одного опарыша вот такого для пущей радости рыбки. Первый рыба. Ух ты, ничего себе! Это подлещик, я все смотрю. Это целый подлещик. Я это хотела спросить. А что с погодой, ребят? Попробую ускорить процесс поклевки с дипом. Сижу сейчас, и знаете, воздух такой, дышишь, он влажный, свежий, можно
так сказать. Ну, если не учитывать, конечно, что вода вся зеленая, будем считать, что он свежий. Вот я на этой неделе прям мечтала просто, знаете, так, ветер дует и так вдохнуть этот воздух полной грудью и насытиться им. Я очень сильно хотела приехать на рыбалку именно вот для того, чтобы просто подышать, понимаете. И на всякий случай, собрав спотсак, а вдруг всякое в жизни бывает. Такая густерка взяла маленькая на бутерброд из 2 опарышей, белых и 1 красного. Увеличила размер наживки, забросила фидера и сейчас приняла решение обосновать лагерь, чтобы быть готовой к ночлегу, чтобы потом, когда будет время вечернего клёва и подготовка к ловле сама, я не занималась восстановкой палатки, а занималась тем, что буду рыбачить. Наверное, самое долгое и тяжелое — это установить каркас палатки. Кстати, обратите внимание, что я до сих пор сижу в спортивных штанах, потому что что? Потому что передавали 28 градусов тепла и без дождей. Ребят, не знаю, очень большая какая-то хрень. Может, это караед? Надо, мне кажется, завалить ее, потому что если это караед, деревьям хана. Уже перловочка готова. Прозвенел будильник для того, чтобы не забывать. Ставим будильник, конечно же. Перловку я высыпаю вот в такую емкость. Засыпаю ее панировкой. Класс. Панировочными сухарями. Не выпендриваемся никаким ни кормом, ничем. Панировочкой. Чтобы ее разбить, чтобы она была отдельно друг от дружки, штучка к штучке. И осталось сотворить пшено. Беру вот такую вот кружечку у меня, уже много-много лет ей. А может, я вру, может, немного. Вот. Целую я готовить не буду, частично, потому что и так ничего не клюет. Если на фидер ловлю сзади, где вы сейчас видите, то палатку мы установили вот здесь, чтобы было удобно, если что, спрятаться и наблюдать за фидерами, за закидушками. Почему? Потому что вдруг пойдет дождь. Наверное, густеру поймала. И подбрасываю, все равно идет влево, течение достаточно быстрое. Ох, что-то там даже зацепилось, и уже густера побольше. Уже густера побольше. Не хочу ее собирать. Будем вариться здесь, блин. Будет что-нибудь хорошее, какой-нибудь лещишка или это, что можно будет зажарить. Конечно, оставлю. А вот такую рыбку жалко, ребят. Жалко. Снимаю маленький крючок совсем, оп. И красоту эту, конечно, отпускаю. До свидос. Купила я вот так вот кукурузку. Ту кукурузку, которая остается в руках. Подбрасываю в корм. Сходили, прогулялись, какие-то такие свиньи здесь были, просто засрали весь берег.
Везде мусор, бутылки, порезанные от алкоголя, от всего, бумажки. Просто прям свалку, прикиньте. Прям свалку, свалки такие стихийные поустраивали. Я зацепилась. Там торчит коряга, и я зацепилась. И благо у меня сегодня с собой есть лодка. Я ее собираю. Может быть, завтра поеду на ней сплавляться вниз по течению, потому что дальше интересные места для рыбалки не только на фидер, но и на спиннинг. Соберу лодку и попробую, поеду отцепить приманку, снасть от дерева. Плыву к коряжке к этой. Надеюсь, что снять получится хотя бы монтаж. Пускай даже без крючка, это пофиг. Видите, он коряга торчит. Сейчас посмотрим, кстати, как у меня получится вернуться в обратную сторону. Уже мусора насобирала хорошенько. Так. Все, ребята, легко вышло, понимаете. Просто нужно было подплыть поближе. Совсем рядом, недалеко от своего лагеря, нашли нечаянно вот такие вот дрова, которые кто-то спилил. Подтянули их к себе. Все, ребят, обеспечены на ночевочку. Погода просто супер. С утра было прохладновато, хотя мы приехали достаточно поздно. Деревья еще до сих пор зеленые, только березы пожелтели на самом деле. Практически ничего не напоминает об осени, кроме запаха, понимаете? Вот запах, он уже осенний. На небе ни одного облачка. Есть что-то. Главное не... О! А нет, это... Главное вот здесь вот, ребят, вниз не опускать, потому что здесь какой-то камень торчит. И он мешает. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Ух ты, а что это? А что это у нас здесь? Ху-ху. Офигеть, какая густера. Прям огонечная густерищна. Просто обалденная, классная, крупная густера на 2 кукурузины. Ребят, на 2 кукурузы. Оп. Меленькая. Я мелкую не хочу собирать. Буду собирать та, что покрупнее, как предыдущая, например. Отпускаю. Ребят, вот такой вот лещик попался. Вот такой. На кукурузку с мотылем. Кукуруза нужна. Понимаете? Я даже животный компонент не добавляла. И он приплыл. Такой красавчик. Кашу и сюда же кукурузу. Все, и порционно буду добавлять в кормушки. В этом году я только несколько раз целенаправленно выбиралась на Самар. И вот наконец-то я снова нахожусь на любимой реке, одной из любимых рек, Свислочи. Я приехала сюда для чего? Для того, чтобы порыбачить на свои закидушки ночью и попробовать поймать уже осеннего сама, который в скором времени должен будет уходить, естественно, в спячку, когда вода будет начинать становиться холодной. У меня есть целый комплект снастей. Это мои закидушки Горынычи. Плюс есть удилище волжанка Карп Монстр, который я использую для ловли сама.
Катушки, соответственно, все с разными шпулями. Леска у меня карповая. У меня есть специальная сумка, в которой я все транспортирую. У нее плотная, толстая вот такая вот стенка, которая держит форму. Крышка у нее на замках. И единственное, кстати, что у меня в таких сумках сломалось за все время, это вот эти вот собачки. На эту сумку я обязательно оставлю артикул Wildberries, поэтому вы сможете заказать и такую сумку, и такую в разных цветах с доставкой не только по Беларуси, но и, конечно же, России, друзья. Я заказала с Wildberries 2 монтажа для ловли сама с пробочкой. Я видела, что на такое ловят, я видела, что достаточно эффективно ловят, и приняла решение попробовать. Я ни разу не пробовала вязать такие монтажи, но знаю, что он такие ловят. Я нашла на Wildberries такой монтаж, стоил вот такая вот одна штука 12 рублей. Это основная плетня леска, кстати, плетеночка здесь мягкая. Для соединения с основной леской здесь идет большая достаточно петелька, очень похожа на петлю, которые соединяют карповый монтаж с основной леской. Между стопорами здесь заключен груз, причем ход груза можно вполне себе регулировать. Следующее, что идет, это вот такой вот отбойник или бусеринка. Дальше у нас идет пробка от бутылки. Крючок привязан также к основной плетенке монтажа. И на него надета вот такая вот трубочка. Почему? Потому что известно, что сом боится металлических концов, поэтому опытные самятники используют в своих крючках, в своих поводках обязательно обжимную трубочку. Для того, чтобы вот здесь вот цевье будет занято наживкой, а вот здесь же металлическая часть ушка остается, если крючок большой, сом может касаться ее и пугаться. На основной леске удилища я сделала достаточно большую петлю, и теперь петля в петлю цепляю самой вимонтаж. Первая снасть у меня готово, да? Вечеру ветер начинает потихонечку успокаиваться, солнышко опускается, появились какие-то непонятные облака, я делаю монтаж. Для этого мне нужен вот такой вот груз, который я привязываю к концу своей основной лески. Узел у меня простой. Вот я делаю натяжечку и пошла. Раз, два, 10 оборотов. 10 оборотов продела петельку и затянула. Все. Но мне кажется удобнее все-таки тот, который отдельно надевается и снимается. Почему? Потому что вот я сейчас здесь выше груза завязываю петельку. И потом каждый раз я отсоединяю груз и снова его привязываю. Так просто петелька все время остается. А я что делаю? Я просто надеваю на нее монтаж. Я буду пробовать, ребят, большой крючок ставить. Я задолбалась ловить мелочь, поэтому еще один закидухич, на который я ставлю достаточно большой крючок, на который я надевала тоже когда-то вот такую вот трубочку, чтобы сом не боялся. Поклевки у меня на такой большой крючок есть, засечек не было. Почему? Потому что, скорее всего, рыба была маленькая. Вот и все. Знаете, что я еще хочу сделать? Все-таки пойти окунуться, пока вода еще теплая. И насобирать обязательно хоть чуть-чуть перловец. Вот это, конечно, коровки тут выходили, выбродили. Но зато газон какой, а? Лучше, чем в городе. В городе так не бывает пострижено. А здесь прям все ровненько, чистенько, вообще огонек. И везде пройти можно, главное. Посмотрите, как классно. Вот есть. Есть. Слава богу, есть. Купались, поплавали. Этот черт мохнатый целый день хотел плавать.
И, конечно же, нас собирали, слава богу, перловец достаточно быстро. У нас, наверное, на все про все минут 20 ушло. Они здесь прячутся, но их здесь достаточно много, они комкуются. В целях безопасности обкопали костер. Почему? Потому что сильный ветер, трава сразу горит. У нас сейчас горят леса в Беларуси, болотистая местность, очень жалко. Хочу потушить картошечку с курочкой, для этого мне нужно сделать подвес для котелка. Поэтому я устанавливаю две вот таких палки. Между двумя этими палками большая. Только-только забросила, считайте, почти на кукурузу с мотылем. Совсем другое место. И вот, пожалуйста, поклевка. Слушайте, ну, кто бы мог подумать. И кто это, интересно, густера или подлещик? Ёпсель-матрёпсель. Какая огромная густера, ребят. На кукурузу с мотылем. 0,14 у меня поводок. Поэтому я не могу позволить себе достать вот так. Смотрите, какая красота. Класс. А на той точке, наверное, лещ стоит. Вообще не хочет клевать. О, хорошая густера. Здесь на реке Свислочь есть раза, наверное, в 3-4 крупнее. Обожаю, когда костерок рядом, сидорочки, погода хорошая. Сейчас почищу картошечки. Картошечка пойдет в казанчик. На дно казанчика выложила картошку. На двоих, я думаю, нам хватит. И сейчас сверху наложу курочки. Сейчас я еще слой овощей положу. Да, ничего с рыбой непонятно. На точку ничего не стало так особо. А может и стоит, потому что вообще ничего не клюет. И там был подлещик, уже не один. Значит, там могут лещи стоять. И рыба поэтому не клюет. А на что он будет клевать? Что за дела? Выглядит очень аппетитно. Чесночок спрячу туда вниз, там где водичка. Вот, ребят, и все. Ждем, пока нагреется, и после того, как закипит это все дело, нужно будет, наверное, где-то минут 40 и периодически перемешивать для того, чтобы все нормально протушивалось. Печень, она мягкая. Мелочи ее при удобном случае сразу обдирают, поэтому мне посоветовали заключить ее в бинт, в марлю. И уже в этом виде вот такой вот шарик с бинтом доживлять на крючок. Я обязана попробовать. Ну, я имею в виду не этот вот так кусочек попробовать, а попробовать поймать рыбу на этом. Первое, что я сделаю, это наживлю свою новую, можно так сказать, закидушку, новый монтаж печенью. Ребят, с сердечком. Вот так. И вот так. И у меня вот такая вот штуковина страшная получается, которая состоит из чего? Которая состоит из печени и марли. Проверим, работает или нет. Без этого, ребят, на самой рыбалке никуда. Ставим.
Вот в чем весь прикол. И он не может объесть, понимаете? Да, он высосал отсюда. Прилично. Но он не смог объесть сразу, понимаете? А еще на моем фоне вы можете увидеть перелетных птиц. Это утки или гуси. Они собираются сейчас, сбиваются в клинья. И, наверное, готовятся улетать, потому что уже пора. Смотрите, они улетают только в сентябре. Очень много перловиц влазит на такой большой крючок, как у меня. Чем больше, тем лучше, ребята. Сом любит такое. О, такая красота. Вот такая. Смотрите, чем выше я сейчас подниму груз, тем выше впоследствии пробка поднимет мой поводок. Очень хорошая глубина, ребят, здесь. Очень. Прям сильно хорошая. У меня, ребят, шикарная поляна, шикарная река, шикарный закат, шикарный вечер, шикарная погода. Шикарная я. Конечно же, шикарный будет ужин, ребят. Что вы думаете, клюет? Клюет. Но содрать печень-то сразу и не может. Вот, пожалуйста. Вот в чем был прикол печени. В том, чтобы оно дергало, но не объедало, понимаете, за раз. Потому что если ставить... просто печень, ну раз и все, ее уже там нет. В одном и том же месте постоянно поклевывает, очень резко, но это, судя по всему, мелкий сом. В остальных пока молчание. На фидер молчание. Ну, ничего. Оп. Вроде все готово. Курочка готова. Картошечка готова. Значит, кушать можно. Все очень просто. Зато очень вкусно и полезно. Главное, что все сделалось. Очень похоже на афганский казан. На афганском казане было бы удобнее, ребят, намного. Дырка светит. Вот. Так. Все закрыто. Все закрыто. Вот здесь вот дополнительно растянули ее для того, чтобы от ветра она сильно не болталась. И там все внутри вот такая красота. Постелилась, ребят. 2 спальника здесь, пёселю. Здесь печка, дрова. И даже открыла здесь сетку, потому что стало очень жарко. И собака всегда перелезает на эту сторону. Ой, дует ветер сильный, но не знаю, по-моему, все равно очень хорошо. Я собралась ложиться спать. Если не клюет, что мне эту рыбу ждать? Лучше завтра с полными силами рано с утра проснусь и пойду рыбачить на фидер. А может быть, поплыву со спиннингом куда-нибудь.
утро. Давайте посмотрим, каким мое лицо является сейчас, да? Вот посмотрите на мое лицо сейчас. Посмотрите, да, типа с отеками. Давайте посмотрим, поможет ли масочка. Ну реально. Маску на 20 минут вешаю. И посмотрим, поможет или нет. Снять отеки, все делают. Так что я представляю, что отеки есть, потому что я еще до сих пор немножко простывшая. Клевка на кукурузу первая была очень мощная, я не успела подсечь. Чуть не украла рыбофидер. И вот сейчас, о, смотрите, какая красота, приплыла на кукурузку. Сейчас посмотрим, кто тут у нас. Возможно, там просто была большего размера густера. А может, там была и не густера, а какой-нибудь лещик. Вот такая хорошая густерка. Ну и давайте сейчас снимем маску. Посмотрим, как поменялось ли мое лицо и поменялось ли они. Возможно, я сейчас, когда буду собирать видео, я сделаю такую вставку, в которой будет видно до и после. Ну что, что-нибудь поменялось или нет? Дайте посмотрю. Мне кажется, свежее, да, немножко стало или нет? Ушли немножко хотя бы отеки, и можно так пальчиками кайфануть. Вторая поклевка. Именно на кукурузу. На мотыля не хотела. Очень длинный поводок, не засеклась. Блин, хорошая поклевка была. Почти убежал фидер. Собака жопой придержала. И еще одна вот такая красота на кукурузку. Кстати, было надето уже 2 кукурузы. Вот так. И в прикормку у меня сейчас уходит мотыль вместе с кукурузой нарезанной. Ага. У нас, кстати, в Беларуси разрешены с некоторых пор телевизоры, да. Телевизор — это вот такой вот экранчик, в котором есть сеточка, который ставишь, и типа в него забивается рыба. Это очередной телевизор, который кто-то бесконтрольно оставил и забыл. Он был вот здесь. Сюда попала очень крупная плотва, она погибла и разлагается прямо в воде. Разлагалась. Самое интересное, что перестала клевать густера. И был очень хороший всплеск ниже по течению. Значит, рыба какая-то идет туда. И, возможно, у меня на точке опять пришел лещ. Я не могу понять, на что его заставить клюнуть. 100% он там есть. Я надеюсь, что это наконец-то рыба, потому что очень долгое время ее не было. И да, наконец-то рыбка на кукурузку взяла. Оп, вот такая вот прекрасная еще одна густерина. Прям видно, что, видите, как разбивают кукурузу, как прикольно. Такие уже, где эти рыбы смешные. А на мотыля знаете, кто, оказывается, объедал? Пескарь. С мизинец. Там пескаря того, там его почти не было. Поставила тоньше поводок, поставила меньше крючок. То чувство, когда пошел на унитаз, у тебя произошла поклевка, еле успел помыть свою опу, на кукурузу попалось такое чудо с утра. На кукурузу, на маленький совсем крючок, на тонкий поводок 0,14. Очень длинный попался лещ, ребята. Опа! Смотрите, какой красавчик. Смотрите, на кукурузку. О, чуть не сошел. Смотрите, как засекся. На кукурузочку одну. Перестала я ставить мотыля, потому что на мотыля мел. Кстати, стала в прикормку добавлять мотыля на маленький крючочек. Чуть не снес фидер со стола.
Вообще. Есть какая-то рыба, но, судя по всему, мне кажется, это густера на этот раз. Да, это густерушка, ребят. Это густера. А до этого рыбы практически не было. Как будто что-то на точке стояло и просто не давало. Еще одна красотка. Густерка идет на кукурузочку. То подойдет, то отойдет, то подойдет, то отойдет. Ну, я уже целенаправленно ставлю исключительно кукурузу, потому что все остальное просто объедается какой-то мелкой рыбой, типа пескарей, может там уклея какая-то тоже стоит. А так хотя бы вот такая вот густерка. Обязательно жду, пока упадет. В натяжке. Почему? Потому что несколько раз не досталось, и оно там куда-то засаживалось. Я не знаю, как это работает. Так, ну это совсем мелочевка. О, что-то побольше. Похоже на подлещика. Я думаю, главное сейчас не давать ему опуститься вниз. Либо подлещик, либо хорошая очень густера. Вот здесь. Посмотрим. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох, какая густерища, а, хорошая. Да, с утра явно был лещ. Такая рыбулечка засеклась прямо за губулечку. Смотрите, какая у нее губа. Смотрите, какой крючок. Вот так вот начала перемешивать яичницу. Очень вкусно получается. Что ты еще придумаешь с утра? Что я еще делаю? Можно какие-нибудь блинчики сделать, натереть или что-нибудь еще. Но это самое быстрое и самое универсальное. Можно с любыми овощами, с чем хочешь. Здесь течение усиливается, достаточно тяжело становится плыть, но смотрите, сколько опавших деревьев в воде, под которыми может стоять вообще любая рыба. А я плыву, ребят, вверх по течению. Я сначала хотела плыть вниз по течению, а потом подумала, а зачем? Я знаю, где есть хороший старик, возле которого можно побросать. Я знаю, где выплескивалась очень хорошая рыба, жерех. Должна быть щука. Я плыву туда. Здесь обратка, и меня прям понесло туда. А вот здесь мне будет немножко, мне кажется, сложно. Хочу попробовать заплыть в старичок. Здесь. Вот сюда. Вот сюда хочу заплыть. Попробовать. Чудо. Это чудо какое-то.
Вот в этом, ребята, и отличие лодки большой, да, с мотором от лодочки, которая у меня. Я со своей лодкой абсолютно мобильна. Я не спорю, может быть, и вы со своими лодками мобильны, но мне, как девочке, гораздо удобней вот такой каячок. Раз, и все, и перебрался. Вот такая здесь красота. Ну, белая рыба здесь 100% уплескивается. Может, и окунек какой-нибудь есть. Было бы прикольно, наверное, порыбачить здесь с живцом, на какие-нибудь кружочки расставить. Посидеть с поплавочком, а пока сидишь с поплавком, раскинуть живцовочки. Может быть, это принесло бы какую-нибудь поклевку. Видите, красотищу, пипец. Огромный дуб, который упал в воду. Обогнуть это дело все. Я оббрасываю места как тейлспиннерами, так и вертушками. Тейлспиннер более мелкая приманка, которая может соблазнить, допустим, какого-то голавля, окуня. Вертушки у меня крупные. Да, щуку, например. Поэтому я в разных слоях все это проверяю. Пока нет. Кто-то очень хорошо сопротивляется, ребят. Надела, как это говорится, счастливую кепку и сразу рыбка какая-то клюнула. А кто там у нас? Плотва! Прикиньте! Ой, сорвалась. Вот такая вот мерная густерка. Сейчас клюнула на пучок мотыля. Да, благодарю за заказ, всего доброго, до свидания. Такая чисто тянула, как бы стирова, вытянула леща почти. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, потому что Юля отработала карму, почистила береговую линию, очень большую, длинную территорию. Скажи, подлещик. Очень хорошая рыба, надо ее поднять наверх. Она сейчас зацепится здесь. Зацепится. Лещ, ребята, лещ. Нет, это сом. Это сом. Блин, ну я думала лещ. Как ночью, так не клевал ни хрена. А как сейчас? Днем там мне рыбу пугает, блин. Ёпсели-матрёпсели.
Я думала, лещ. Приехала за самом, ловить сама, ловила сама, не поймала. Ловлю сейчас леща, ловлю не леща, поймала сама. Стой! Ты запутался. Ну, такой вот малыш, ну. Ну, а что ты сделаешь? Раньше бы я, наверное, прям пипец бы уже бы тут прыгала от счастья. Не, я довольна, что он клюнул. Но я уже думала, лещ, лещ. А тут этот вот чудик. О, у него тут жесткие губки. Я наживила червячка. При том я его надела не чулочком, а кусочками. Ведь так любит еще и лещ. Смешно. Но это значит, что сом ушел. Это значит лишь одно. Сом свалил. Такая красивая рыба клевала. Что-то решила показать, чтобы было с чем-то сфоткаться. А то там уже мне предъявляют, что ты там не складываешь. Потому что жалко. Потому что жалко рыбу, потому что я ее не жру в таких количествах. Если я буду есть всю рыбу, которую ловлю, я буду рыбой. Красота вот такая. Если вам нравятся такие видео, если вы любите рыбалку в любой сезон года, если уважаете природу, если любите активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока! Ну, давайте. Расплывемся в тени. Давайте, давайте. Густерки сразу погнали. Подъездчик, он перевернулся. Смотрите, дружище такой красивый. Сейчас второй перевернется, я уверена. И чистое, конечно, место после себя оставляем. Сзади 2 мусорных пакета, которые сейчас заберем и вывезем в ближайший населенный пункт.